Хей, мой ник Let's Play, и сегодня текст экономического обзора читать буду я. Выпуск немного задержался, так как разработчики не обновляли ценники на рынке аж до среды. Теперь обратите внимание на экран, это имена наших спонсоров. Кто хочет поддержать нас и оказаться в этом списке, вы знаете, что надо делать. Поставить лайк, подписаться на канал и обязательно заглянуть в реквизиты под этим видео. А мы начинаем! Цена на Plex стабилизируется. Очевидно, ивент с возвратом и привлечением новых игроков работает, и конкуренция на рынке оказывает свое давление. Сейчас средняя цена выросла всего на 0,5% против 7% на прошлой неделе. Текущая цена на Plex составляет 2 634 000 исков. Цены на имперские минералы начали падение, и лишь Mixalon незначительно вырос на 5%. А Noxium упал аж на 7%. Zidrin потерял 1,2% и стал стоить 2345 исков. А вот Мегацит ускорил свой рост и подскочил до 3397 иск за штуку, что на 5,8% выше, чем на прошлой неделе. Войны капитальных флотов, о которых я с Машей расскажу вам в ближайшие дни, предсказуемо задрали прайс на плазмоиды. Цена поднялась аж на 20%, до 2000 иск за штуку. Акселераторы бурения продолжают свое падение в цене – 8,5% за текущий месяц. Средняя цена за штуку – 113 миллионов иск. Как оказалось, Хард немного накосячил и забыл добавить в таблицу обломки Саньши. Мы это исправили. А вот положение цен на остальные дебрисы. Гуристас поднялись на 6,7% до 26 миллионов. Ангелы поднялись на 5,2% до 35 миллионов за штуку. А вот Бладрейдеры упали на 5,6%. Это при том, что на момент сбора данных было выставлено всего 4 ордера, правда очень больших по объему. На момент сбора данных цены на продажу Plex не сильно отличаются от средней по всему рынку, так что можно уверенно говорить о выходе позиции на некое плато. Радуйтесь, новички, Plex уже вполне реально купить за 2,4 миллиона иск по бай-ордерам. Дешевые имперские минералы в жите выросли в цене. Причем внезапно подскочил Noxium аж на 44%. Дорогие нулевые руды вышли на плато. Zidrin упал до 2361 иска, а Мегацит поднялся на 3,4% до 3494 исков за штуку. Плазмоиды в жите выросли на 16,5%, однако цена все равно выше, чем средняя по империи – 2469 иск. Так что продавать их весьма выгодно именно в жите. Акселераторы по жите стабилизировались на отметке в 115 миллионов, что незначительно выше средней цены по галактике. Это может говорить о скором выходе на плато. Цены на фракционные обломки не сильно отличаются от общерыночных, но стоит заметить, что ордеров Serpentis, так же как и Bladraider, на рынке очень мало, из-за чего ценник на них подрос на 8,75% до 42 миллионов. Таким образом, даже несмотря на небольшое падение, обломки кровавых рейдеров остаются самыми выгодными для торговли. Возможно, их цену также поддерживает повышение спроса на капососущие корабли из-за нерфа батареек. Ну а на этом все. Ссылки для пожертвований в описании. Становитесь спонсорами и оставляйте ваши отзывы в комментариях. Отчет составлял Схард, текст читал Let's. А с вами были Sky News Industry. Конец связи.